Я пришла в школу, моя подружка говорит, это никто не должен знать. А вы могли бы рассказать, что с ним произошло? Никакой информации я вам не скажу. Их по разным местам, куда попало, раскидали, чтобы избавиться. Я была полумертвая после того, как я это узнала. Ни у кого бы проблем не было, если бы я только сюда не приехал. Я была уверена, что их начнут проверять, что больше им не дадут детей. Без разницы нам, в каком вы свете представите. Будет не так, встретимся в суде. В этом видео присутствует тема суицида. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, в описании есть ссылки на ресурсы, куда можно обратиться за помощью. Эта фотография сделана в декабре 2021 года. На ней воспитанники детского дома семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. Там о детях, которые остались без попечения родителей, должна была заботиться семья Лидии Шарварлы. Спустя 3 месяца российская армия захватила Херсон. Детский дом вместе с воспитанниками оказался под оккупацией. Его директриса Лидия Шарварлы стала сотрудничать с пророссийскими властями, и вскоре ее назначили главой села. А уже в ноябре 2022 года в ходе контрнаступления ВСУ российские войска оставили Херсон. Большинство местных, работавших на оккупационную администрацию, также уехали на подконтрольные России территории. В их числе была и Лидия Шарварлы. С собой она забрала и вверенных ей детей. Украина считает их пропавшими без вести. В нашем распоряжении оказалась фотография свидетельства о смерти одного из воспитанников этого детдома – Саши Якущенко. Он погиб в России 10 января 2024 года. Об этом молчали и в соцсетях, и в местных СМИ, и в службе опеки. Мы решили выяснить, что с ним случилось, и узнать, как сложилась судьба остальных детей с этой фотографии. Это погибший Саша Якущенко, а внизу в красном еще один воспитанник этого детдома Сережа Манченко. Сейчас Сергею 19 лет. Он живет в Новороссийске и учится в морском университете. Мы нашли его в соцсетях и связались с ним. А можно вопрос вам? А что с Сашей случилось? Вот мы и пытаемся узнать. Расскажете нам про Сашу? Я вам скажу, что я с ним живу с 13 лет. Мне, когда исполнилось 13, меня тоже от родных забрали. Он был закрытым. Видно было, что ему недостаточно внимания, как и мне тоже было. Детских травм у меня такое же количество, как и у него. Ну, то есть, внутри все херово, а вот снаружи он пытался быть веселым. А как вам жилось в детдоме у Лидии Шарварлы? Условия были жесткие максимально. Они нас очень много заставляли работать, как будто бы эксплуатация какая-то. Там была стройка, мы с Сашей даже вместе штукатурили, там, этот цемент мешали почти каждый день, и летом, и зимой. Если ты плохо работаешь, ты будешь наказан. Били, конечно, били. Вот я когда-то пытался высказаться, они не начали, короче, а твоя мама там бла-бла-бла, твой папа там бла-бла-бла. Ты у нас живешь, значит, должен слушать нас там и так далее. Я помню, мы ходили в школу, и мы отвлекались от всего, потому что там дома было очень плохо. Сама руководительница этого детского дома, Лидия Шарварлы, отказалась с нами общаться. Но мы поговорили с ее дочерью, Татьяной. Мы не относились к ним, знаете, как форма заработка. У нас была действительно семья. Эксплуатации не было. Дети как, они не работали, а Лида Николаевна спала в это время. Почему как бы и детский дом расформировался? Устали как бы от этой лжи и фальши. Человек уже на пенсии, то есть говорит, я просто не потяну ни физически, ни психологически. Конечно, по жизни как бы это ее боль, потому что она все равно чувствует себя как бы ответственной и матерью. Приехав в Россию, Лидия отказалась от своих подопечных. Да им всегда насрать было. Они дали мне с собой 6000 рублей, и все. Я больше их не видел. Мне как раз на то время исполнилось уже 18, я поудалял все контакты их, и больше с ними не связывался. Но они сами говорили, что все, мы типа за тебя не ручаемся. В России беженцы из Херсонской области могут получить сертификат на покупку жилья и материальную помощь. Я должен был 100 000 еще получить, но не получил, потому что опекунша на себя их оформила. Она же и Сашину помощь забрала себе. А ты пытался вернуть эти деньги? Нет. Но мне абсолютно все равно, я не хочу добиваться ничего. Я не хочу вообще видеть ее, не слышать и
забыть просто, как страшный сон. Еще одни воспитанницы Лидии Шарварлы – сестры Петренко. В России они попали в приемную семью в городе Темрюк в Краснодарском крае. Мы связались с одной из них – Кариной. Когда мы приехали сюда, в Россию, Шарварлы Лидия забрала деньги все себе. Как будто это ее деньги. Но мы сейчас написали заявление в полицию. Семья Лидии Шарварлы обвинение в свой адрес отрицает. Дети эти способны на эту выдумку, то есть показать себя лучше, чем действительно есть на самом деле. Когда они приехали на территорию Темрюкского района, и раздетые, и разбутые, Лидия Николаевна оплачивала это все полностью. Как бы она с какого бюджета должна была это делать? Она не тот человек, который может что-либо украсть, вот им она всю жизнь как бы все отдавала свое. А вам вообще поступала какая-то помощь от российских властей? Это провокационный вопрос, на который нам, наверное, не надо отвечать. Сейчас Лидия Шарварлы живет в станице в Краснодарском крае, где вместе со своей родной семьей купила дом площадью почти 350 квадратных метров. В какую приемную семью в России попал погибший Саша Якущенко, мы не знали. Из его свидетельства о смерти было известно только место гибели – станица Ахтанизовская в Краснодарском крае. Мы нашли страницу Саши в соцсетях, но там тоже не было никакой информации, кроме записи на стене «Спи спокойно» от некоего Филиппа Лукашенко из той же станицы. Это была наша единственная зацепка. На сайте Темрюкского района говорится, что Лукашенко – приемная семья со стажем. Возможно, погибший Саша Якущенко попал именно к ним. Звоним главе приемной семьи из станицы Ахтанизовская, Александру Лукашенко. Алло, Алло, Александр? говорите, слушаю вас. Меня зовут Екатерина, я журналистка, звоню вам по поводу ребенка из Херсонского детдома, Саши Якущенко. Хотела узнать, не под вашей ли опекой он жил? Не под нашим, он же был уже взрослый. Но какое-то время он находился у вас под опекой? 1 месяц. А почему вы решили его к себе взять? Мы не решаем, у нас семья. Нам сказали взять под опеку. Мы взяли 2. Ростислава и Сашу. Если органы опеки просят, чего должен отказываться? А почему Саша остался у вас жить даже после того, как ему 18 лет исполнилось? Ему идти некуда было. Он просто у нас жил. Кушать мы ему давали. Ну не выгонишь, парня. А вы могли бы рассказать, что с ним произошло? Он повесился. А почему он это сделал? Мы не можем знать почему. Нам никто не докладывал. Он не дома повесился. На поле, в посадке. Работяги ехали на работу, увидели. А эксперт так сказал, что он в последний момент передумал, пытался вылезти из петли. По словам знакомых Саши, предсмертной записки он не оставил, а рядом лежал его разобранный телефон, с которого были стерты все данные. У Александра Якущенко осталась родная мать, Елена. Всего у нее было 4 детей. О смерти сына она узнала от его приемных родителей. Как толком все случилось, никто ничего не знает. В последний момент, как они мне сказали, он хотел вылезти с петли. Откуда они знают, что он хотел вылезти с петли? Я не верю, что он сам повесился. Потому что я с ним разговаривала, он радостный был. Что могло случиться за, считай, за неделю, за 2 вот этих? Я вам не могу передать, как потерять дитя. Я последний раз видела детей, когда у меня их забирали. С милицией двери выбили и забрали. Это был зима, 16-й год. Моя вина. Муж сильно пил. У меня мама умерла, я тоже начала пить. Были суды и забрали у меня детей. Сашу я после этого не видела. Мы только общались по телефону. Касательно войны, конечно, он плакал, психовал из-за того, что их вывезли. Это было перед Новым годом. Он позвонил и говорит: мам, я скоро приеду. И на этом все. А в январе мне уже сообщили об этом. И хочу, чтобы разобрались там, как погиб мой сын. И даже хотела бы пообщаться наживую с этими родителями, которые его взяли, и вот так вот случилось. Семья Лукашенко, у которой Саша жил в Краснодарском крае, уверяет, что у него были сложные отношения с родной матерью. Он никому, Саша, не нужен был ни при жизни, ни при смерти. Бросили парня, как щенка какого-то. Ему родная мать на 16 лет позвонила, сказала: ты живешь хорошо.
А мы здесь бедствуем. На 18 лет ребенку такое сказать. В Ахтанизовской Саша прожил меньше года. Там он учился в местной школе. Мы поговорили с жителями станицы, которые знали Сашу. Я из девочек с ним лучше всех общалась в классе. Он был очень добрым, но он постоянно был в депрессии. Один раз мы сидели на уроке, и у него тетрадь, и там было что-то «я хочу умереть». И я ему говорила, что, Саша, ты понимаешь, что суицид — это не выход. И он сказал, да, типа, я все понял. Я решил, что смерть — это то, чего я боюсь. В итоге получилось, как получилось. Была ситуация, что я у него спрашивала, нравится вообще тебе в приемной семье? Он сказал, что нет. Он делился то, что отчим у него забирал документы. Опека говорила, что он хотел вернуться в Украину. У него забрали паспорт, чтобы не уехал он с России. И он пошел, повесился из-за этого. Незадолго до смерти Саша записал своим друзьям аудиосообщение, в котором рассказал, как к нему относились в приемной семье. Это никому не нужен. Дали это понять. Ни у кого бы проблем не было, если бы я только сюда бы не приехал. Я пришла в школу, моя подружка говорит, это никто не должен знать. Вот Саша типа повесился. Я была полумертвая после того, как я это узнала. Я написала вечером в группу, типа, ребят, давайте скинемся, наверное, на венок, пойдем на похороны. Пришли приемная семья, выбрали самый дешевый гроб. У него не было вообще там ничего, просто крест. Я там фотографию самую нормальную выбрала. Мы заказали рамку и повесили. Приемная семья просто не стала даже разбираться, почему он так с собой это совершил. Его просто за один день как собачонку закопали и все. Элементарно на похоронах у родителей никакой реакции не было. Пусть это приемный ребенок, как бы у меня слезы на глаза наворачивались. Когда цветы клали, они просто вот так вот подходили, кидали, как собаки. И уже пришло время уходить, и приемная семья стоит и говорят, слава богу, он умер, меньше проблем. А вам, как бывшим опекунам Саши, есть что на это ответить? Ну ладно, пусть считает так. Мы что против? Мы ни с чем не согласны. Мы даже не дадим ваше разрешение уже писать. У нас детей много, и всякой херни нам это и не надо. Без разницы нам. В каком вы свете представите. Будет не так, встретимся в суде. Проблема в чем? Уже после смерти Саши на сайте Темрюкского района появилась статья о семье Лукашенко. А заглавлена она так: «Любви хватит на всех». В ней говорится, что в доме Лукашенко всегда царит атмосфера добра, уюта и заботы друг о друге. Но нет ни слова о том, что один из их подопечных детей погиб. Я считаю, если вы столько детей берете, вы должны каждому внимание уделять. Они что, могут уделить каждому внимание? Нет. Знаете, что самое меня удивило, что спустя время они еще взяли ребенка, а я была уверена, что их начнут проверять, что больше им не дадут детей. Последний ребенок с этой фотографией, о котором мы вам еще не рассказали, это сестра Саши Якущенко, Кристина. Вот они стоят в обнимку. Их родная мать до сих пор не знает, где находится ее дочь. После Сашиной смерти мы начали поиски Кристины. Потому что пока Саша был живой, я узнавала через Сашу за Кристину все. Я говорю, где Кристина наша? Он говорит, мама, она недалеко от меня находится, только в другой семье. И опять же, как их могли рассоединить, а это брат и сестра, они родные. Их не имели права рассоединять по разным семьям. Конечно, хотела, чтобы нашли моего ребенка и вернули мне его назад. Потому что одного они, я так поняла, загробили уже. Вообще-то все дети, пострадавшие этой войной, что их тягают оттуда, туда и сюда, блин. Мы выяснили, что Кристина Якущенко учится в коррекционном интернате в Темрюке. Ей 15 лет. Она занимается в театральном кружке, участвует в конкурсах и олимпиадах. В выходные Кристина проводит с новыми опекунами. Об этом нам рассказала ее подруга по Херсонскому детдому, Карина Петренко. Сейчас я с Кристиной общаюсь. Там подружка ей дает поразговаривать с ней. А не знаешь, как сейчас зовут нынешнюю опекуншу Кристины? По-моему, Снежана ее зовут. В соцсетях мы нашли пост о семье Снежаны Колесниковой. А вот и Кристина Якущенко на фото.
Алло. Снежана, здравствуйте. Меня зовут Катя, я журналистка. Хотела бы поговорить с вами о Кристине Якущенко. Скажите, она же под вашей опекой находится? Нет, что-то вы ошиблись. В опеку звоните. Я не буду с вами разговаривать, никакой информации я вам не скажу. Я не знаю, что вы журналист. Если у вас есть вопросы, журналистские запросы, мы в законные сроки вам ответим. Мы направили запрос в управление опеки Темрюкского района с просьбой пояснить, почему родных брата и сестру отдали в разные семьи и проводилась ли проверка условий жизни детей в приемной семье после смерти Александра Якущенко. Также мы отправили запрос в российские правоохранительные органы с требованием расследовать обстоятельства его гибели. На данный момент все дети с этой фотографией из Херсонского детдома находятся в России. Ростислав Дубовик, который вместе с погибшим Сашей Якущенко попал в семью Лукашенко в станице Ахтанизовская, до сих пор живет под их опекой. Сейчас он учится в морском колледже в Крыму. Он отказался с нами общаться. Младшие сестры Петренко, Саша и Надя, живут в приемной семье в Темрюке. А старшие, Алина и Карина, уже сами стали родителями и тоже живут в Краснодарском крае. Ну, я сейчас выучусь 11 класс и буду поступать на медсестру в Анапу. Мы подавали на сертификат, там на 5 миллионов, по-моему, чтобы мне быстрее дали квартиру. Нам отказали, потому що в мене прописка була українська. У мене паспорт український був. Ну, у мене в російському написано, що я гражданка Російської Федерації, а не українка. Сергей Манченко по херсонскому сертификату купил квартиру в Новороссийске. Я хотел вернуться к родным. У меня папа в тюрьме, а мама далеко, за границей, в Польше. И что я там буду делать? У меня тут уже учеба, как бы. Интересы России поддерживаю. И вообще я отношусь нейтрально к СВО. Не холодно, не жарко. Мне все равно. Моя мама родная осталась в Херсоне. Я не общаюсь с ней, потому что она сказала, что мы вернем вас. Я говорю, нет, я не хочу, там все разбито. Смысл туда вертаться. Если там что-то было еще целое, тогда да. Наверняка в комментариях к этому видео многие напишут: неужели этих детей нужно было оставить под обстрелами в Херсоне? Нет, конечно, под обстрелами не лучше. Но если бы Россия не начала войну, никому и не пришлось бы жить под обстрелами. Нельзя решать за детей, в какой стране и семье им жить, только потому, что вам кажется, что им так будет лучше. Для этого и существуют международные нормы по защите прав детей. При этом в России есть десятки тысяч своих сирот, которые по-прежнему живут в детских домах и годами стоят в очереди на жилье. Весь мир считает вывоз украинских детей в Россию преступлением. И мы, российские журналисты, продолжим его расследовать. Если вы хотите поддержать нашу работу, становитесь нашими спонсорами здесь, на YouTube, или выберите другой удобный вам способ по ссылке в описании. И обязательно покажите это видео своим друзьям и близким, чтобы как можно больше людей узнали правду о том, что на самом деле происходит в нашей стране.